становой тягой необходимо именно с экстензией спины. Для чего это делается? Многие говорят, что забивается спина, тяжело потом работать. Да, забивается, да, тяжело. Но на самом деле легче работать, потому что мышцы спины наполняются кровью. И получается, как каркасом уже держат позвонки. И вам гораздо сложнее навредить себе. Именно для этого мы и делаем это упражнение. Разводи. Вот. Не сутулься никогда. Хорошо. Обращайте внимание, спинка должна быть ровная. И следите за тем, чтобы не наклонять шею вперед. Хочется, когда поднимаешься, прям наклонить шею, как уточка. Не надо. Держите лопатки вместе, грудь вперед, тогда вам будет легче держать весь каркас спины ровненький. Видите, лопатки, шея, поясничный отдел. Очень важно. Не каждый может позволить себе такого тренера, как я или Таня. Хорошая реклама. Но если вы не можете себе позволить тренера, тоже не стоит отчаиваться. Ставите телефон, сейчас в каждом телефоне есть камера, просите своего друга, товарища, подругу, и вас снимают со стороны. Вы сейчас можете найти кучу информации по любому упражнению в интернете, статьи, видеоролики. У вас будет теоретическая база. И когда вы будете себя видеть со стороны, просматривая ролики, вам уже не нужен будет тренер. Вы уже сами сможете, я вам гарантирую на 1000%, видеть свои косяки, если они будут. И у вас начнет вырабатываться внутреннее око. Уже когда вы будете просто выполнять любое упражнение, вы будете себя видеть со стороны. Вот это как раз таки называется интуитивное чувство работы. Девчонки и мальчишки, смотрите, перед тем, как начать делать это упражнение, подойдите к штанге так, чтобы ноги касались штанги. Только в таком положении вы сможете принять идеально правильную стойку для начала движения. Потом смотрите, как Таня, опускаетесь, беретесь за гриф, опускаете таз насколько можно низко, держите самое главное вот здесь все ваши мысли и упираетесь пятками в пол, встаете. Представляете, что штанга – это рама, приваренная к полу. Не пытайтесь ее оторвать, ни в коем случае не дергайте руками, не должно быть вообще никакого рывка. Представьте, что вам нужно продавить ногами пол. Только тогда получится идеальная техника. 5 подходиков по 10 повторений. Не смотрите, Таня уже, вы знаете, подготовленная девочка, поэтому мы потихонечку добавляем ей нагрузку чуть-чуть побыстрее. У нее шикарная идеальная техника. Я же вам советую 3, 4, 5 месяцев работать с доступными весами. В запасе должно оставаться 3-4 повторения. Только тогда вы гарантированно настолько вобьете технику себе в голову, как на компьютер запишите на жесткий диск. И уже потом, когда перейдете на большие, тяжелые рабочие веса, вы не будете переживать, что техника нарушится. Вот, отлично. Хороший был подъем, срыв штанги, так называемый. Молодец. Не распрямляемся полностью. Обратите внимание, штанга ездит по ногам. Конечно, это могут быть синяки, может быть депиляция, но это гарантия того, что ваша поясница находится в идеальном положении. Только так. Вверх-вниз. Подконтрольно. Хватает сил поднять, но руки слабее, поэтому лямки. Поэтому будем использовать лямки в рабочих подходах. С каждым разом все легче и легче, и не нужно думать, что каждая тренировка будет такая тяжелая. С каждым днем, с каждым разом нужно просто верить в себя, стоять на своем. Получайте от этого удовольствие. Не заставляйте себя. Если вы чувствуете, что вам неохота идти в зал, не заставляйте себя. Сгибание ног лежа – следующее упражнение. О чем здесь нужно знать? Самое важное, самое главное в этом упражнении – положение коленей. Они не должны находиться далеко от сидушки и не должны ни в коем случае лежать на сидушке. Они должны ее касаться. Поднимаете вверх, насколько возможно. Медленно опускаете вниз, не до полного распрямления ног. 4 подходика по 12-15 повторений.
Вверху можно делать легкую паузу. Также негативная фаза движения более замедленная, чем позитивная. Позитивная всегда можно делать во взрывном характере, взрывной стиль, когда больше волокон будет включаться. Но не забывайте, что негативная фаза, она в плане роста мышечной массы, силы гораздо эффективнее и полезнее, продуктивнее, чем позитивная. Как повышать веса? Естественно, с каждым подходиком веса чуть-чуть повышаются. То есть нельзя сразу прийти и с первого же подхода начать делать большой тяжелый вес. Нет, пирамидой повышаем вес. И если мы начали делать с 15 повторений, то максимум мы можем брать такой вес, который позволит нам сделать не меньше 12 повторений. Заключительное упражнение на сегодняшний день – это подтягивание. Если вы не можете подтягиваться, а большинство девушек не может это делать, делайте это в гравитроне. Обратите внимание, руки просто как веревки. Напрягаете спину и за счет этого поднимаетесь. Очень важный момент – соединять вверху лопатки. Лопатки должны быть сведены. Если вы этого не делаете, широчайшая не работает. Большую часть нагрузки забирают другие мышцы, и она распространяется по телу. Сосредотачивайтесь в подтягиваниях на опускании локтя вниз. Это очень важный момент. Не как будто хотите подтянуться, а как будто хотите опустить ваши руки вниз. 5 подходов по 10 повторений. Даже если нет гравитрона, можно взять резинку какую-то эластическую, или, допустим, чтобы кто-то помогал, держал за колени, подтягивал. В общем, способов море. Или как мы делали в первый день с тобой в машине Смита, ноги на полу, вы держитесь за штангу и подтягиваетесь, как девчонки в школе это делали. Ну что, это последнее упражнение, с которого мы начинали и которым я закончу сегодняшнюю нашу тренировку. Так что я надеюсь, вам нравятся наши новые выпуски о моей подготовке к фитнес-бикини. Обязательно ставьте лайки и пишите ваши комментарии, ваши пожелания, что вы хотите увидеть в следующих роликах. Все, всем пока!